Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. 22 ряд. Выполняем ракушку. Соединительная петля во второй столбик, петля подъема, 3 рельефных. Выполнили ракушку. Здесь пошли вязать вот эти столбики. 3 петли. 1, 2, 3. Сразу же в следующую арку столбик с накидом. 1, 2, 3. Столбик с накидом в следующую арку. Три петли в следующую. Провязываем так все арки. Столбик с накидом также в арку перед убавкой здесь. 3 петли. Столбик с накидом в следующую арку после убавки. То есть здесь мы столбики вяжем в каждую арку. И 3 петли. Так, провязали столбик с накидом в арку перед ракушкой, 3 петли. Провязываем следующую ракушку. Провязали ракушку. В этом месте выполняем 3 воздушные петли. И у нас раппорт повторяется. То есть вот это дело здесь мы пропускаем, накид, и уже вяжем следующую ракушку. То есть у нас тоже между ракушками арка из 3 петель. И далее опять 3 петли и столбики с накидом. Все, то есть здесь у нас вот так. И здесь сейчас скажу, сколько у нас тут арок. От ракушки до ракушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 арок. Вяжем таким образом ряд до конца. 23 ряд. Соединительная петля во второй столбик. И провязываем вокруг этого же второго столбика 2 столбика. Не 3, как обычно, а 2. 1 петля подъема, накид. И выполняем. 1 столбик. Накид и второй, 2 столбика рельефные лицевые. Все, здесь у нас то же самое, 3 петли. И в каждую арку выполняем столбик с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли, столбик с накидом в следующую арку. Провязываем так здесь все вот это место. Просто арки по 3 петли и столбик в следующую арку. Итак, провязали столбик с накидом в крайнюю арку, 3 воздушные петли. И здесь у нас идет ракушка. Мы вокруг второго столбика провязываем 2 столбика рельефные лицевые. 1 и второй столбик сюда же. Все, 2 столбика рельефных провязали. Здесь у нас арка 3 петель. Мы сразу же выполняем столбик без накида в эту арку. Все, столбик без накида. Накид, и вокруг второго столбика следующей ракушки уже провязываем опять 2 столбика, и раппорт повторяется. Все, то есть
Здесь у нас понятно, арки. И тут вот так получается. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последние 2 столбика. Здесь арка, мы в нее по рисунку также столбик без накида. И вот наши первые 2 столбика. Мы в первый столбик вставляем крючок и выполняем соединительную петлю. Все как обычно, просто соединительный. 24 ряд, 1 воздушная петля подъема, накид, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же столбика. Рельефный, лицевой. 3 воздушные петли. И здесь провязываем вот эти арки, как обычно. 3 петли и столбик с накидом в арку в следующую. Все, давайте сейчас вот это место самостоятельно провяжем, просто вот эти арки и столбики. И здесь я вернусь. Итак, провязали здесь все арки. Выполнили здесь последний столбик, 3 петли, и в этом месте выполняем накид вокруг второго столбика, то есть вот, который у нас ближе к центру, вот здесь. Выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом незавершенный. Вот так у нас 2 петли на крючке, накид, столбик без накида пропускаем, и здесь вокруг первого, который у нас ближе к центру получается, выполняем также рельефный лицевой с накидом незавершенный. У нас 3 петли вместе провязываем. Все, то есть выполнили 2 столбика, рельефные лицевые с общей вершиной. Все, далее у нас опять 1, 2, 3 петли и столбик с накидом в следующую арку. Все. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последний столбик с накидом, 3 петли передо мной. Вот здесь первая наша ракушка. Мы выполняем незавершенный столбик вокруг вот этого второго столбика. Вот так у нас 2 петли на крючке, и теперь мы вставляем крючок вот так за первый столбик и цепляем нить и протягиваем ее через все петли. Все. Вот таким образом завершили ряд. 25 ряд. Выполняем соединительную петлю в арку 3 воздушных петель. И здесь провязываем 3 воздушные петли подъема, как столбик с одним накидом. Еще 3 петли, как арка, накид, и уже в следующую арку столбик с одним накидом. То есть в этом ряду мы вяжем столбики с накидом и арки по 3 воздушные петли. В каждую арку столбик с накидом. Все, сейчас я провяжу столбики вот до этого места и вернусь. Итак, провязали столбики, арки 3 воздушных петель. Вот я выполнил последний столбик перед вот этой убавкой. Тут столбик у меня. Выполнил также 3 воздушные петли, теперь накид. Мы эту убавку пропускаем, и здесь у нас уже раппорт повторяется. В следующую арку столбик с одним накидом и 3 воздушные петли. Все, мы вяжем таким образом ряд до конца, в каждую арку столбик и 3 воздушные петли. Провязали ряд до конца, выполнили последние 3 воздушные петли, арку, и соединились в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. 26 ряд. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как столбик с одним накидом. Еще 3 воздушные петли, как арка, накид и столбик с накидом сюда же, в этот же столбик. То есть мы в этот первый столбик, в этом случае 3 воздушные петли подъема предыдущего ряда, провязали 2 столбика с накидом и 3 петли между ними. Здесь выполняем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и выполняем столбик без накидов в следующую арку. То есть, которая следующая арка после наших столбиков идет, мы ее пропускаем в следующую. Столбик без накида, 3 петли, столбик без накида в следующую арку. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и у нас раппорт повторяется. Выполняем накид, мы пропускаем, вот он, следующий столбик в следующий. Столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом. Все, то есть вот так. Сейчас опять 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, столбик без накида в следующую арку, то есть эту мы пропускаем в следующую, столбик без накида, 3 петли, столбик без накида в следующую, 4 петли,
накид, пропустили следующий столбик в следующий столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом. Все. Вот так у нас получается. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 4 воздушных петель и соединились в третью петлю подъема соединительной петлей. По рисунку у меня все сошлось, значит ошибок у меня нигде не было. Если вдруг у вас по рисунку не сошлось, значит где-то пропустили арку или столбик в предыдущем ряду, вы можете пересчитать. Количество столбиков с накидом в предыдущем ряду должно быть кратным 4. 27 ряд. 1 воздушная петля подъема, 2 рельефных столбика вокруг этого же столбика. Столбики с одним накидом, рельефные лицевые. Раз и второй столбик. 2 воздушные петли, столбик с накидом в арку. 2 воздушные петли, 2 столбика, рельефные лицевые вокруг следующего столбика. То есть здесь мы вяжем лепестки, как мы уже вязали много раз. Все. То есть здесь вот так по краям у нас по 2 столбика, рельефные лицевые, 2 петли, столбик, 2 петли. В этом месте выполняем 3 воздушные петли. Арку 4 петель пропускаем в следующую, столбик без накида, 2 петли и столбик без накида опять сюда же. То есть в эту арку столбик, 2 петли, столбик. Здесь у нас 1, 2, 3 воздушные петли, у нас раппорт повторяется. Вокруг столбика с накидом следующего выполняем 2 столбика, рельефные лицевые. 2 петли, столбик с накидом в арку, 2 петли и 2 рельефные вокруг следующего столбика. Все. То есть здесь у нас будут лепестки вырисовываться, и здесь у нас по 3 петли по краям, и здесь в центральную арку столбик без накида, 2 петли, столбик без накида. Вяжем так ряд до конца. 28 ряд. 1 воздушная петля подъема, и выполняем прибавку вокруг первого столбика, накид, и вокруг этого же столбика выполняем 2. То есть у нас здесь, как обычно, идут наши вот эти лепестки. Провязали 2 столбика. Вокруг следующего 1 столбик. 2 воздушные петли. И вокруг следующего столбика выполняем 3 столбика, рельефные лицевые. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И вяжем в зеркальном отображении. Сперва 1 столбик. И вокруг следующего 2 столбика, рельефные лицевые. Все вот так. В этом месте выполняем 2 воздушные петли. И в арку 2 воздушных петель между столбиками выполняем столбик без накида. Опять 2 воздушные. И у нас раппорт повторяется. Мы уже вяжем следующие лепестки. Я уже здесь не буду вязать. В принципе, все понятно. То есть тут вот так. По 2 петли и столбик без накида. И здесь у нас вот эти наши лепестки. Вяжем так ряд до конца. 29 ряд. Выполняем. 1 воздушная петля подъема, накид. И сейчас 3 вот эти столбика мы выполняем убавку. Вокруг первого столбика провязываем рельефный лицевой столбик не до конца, накид. Вокруг следующего не до конца и вокруг следующего также. 4 петли на крючке провязываем вместе, выполнили убавку 3 столбиков. В этом месте 3 воздушные, 1, 2, 3. Вот эти 3 столбика провязываем просто по одному. Накид,
И 3 рельефных у нас идут по одному. Раз, два и 3. Опять 3 воздушные петли. И здесь идет убавка 3 столбиков. Четыре петли провязываем вместе. То есть здесь у нас как обычно. В этом месте выполняем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. И у нас раппорт повторяется, накид. Вот это дело мы все пропускаем. И здесь у нас идет уже следующая убавка из 3 столбиков. Все, далее 3 петли, 3 столбика. И таким образом провязываем ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю убавку, и вместо последней арки 4 воздушных петель мы выполняем 2 воздушные петли, накид, и в вершину первой убавки выполняем столбик с одним накидом. Таким образом мы выполнили последнюю арку и оказались в центре этой арки, что нам нужно для выполнения следующего ряда. Теперь приступаем к 30 ряду. Этот ряд у нас будет последний. Выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. Столбик без накида. 8 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы вот это дело все пропускаем и здесь выполняем убавку вот этих 3 столбиков. Выполняем 3 рельефные лицевые, незавершенные. И делаем общую вершину. Пико из 3 воздушных петель. Раз, два, 3. И выполняем соединительную петлю в вершину вот этой убавки, что мы только что сделали. Соединительная петля. Все, то есть мы сделали убавку и пико над убавкой. Теперь 8 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столбик без накида в арку 4 воздушных петель. Все, то есть вот так мы вяжем. Опять 8 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка из 3 столбиков. Три петли. Раз, два, 3. И закрываем эти 3 петли в пико, провязывая в вершину убавки соединительную петлю. Все. Таким образом вяжем ряд до конца. Вот что у нас здесь получается. И в конце ряда мы выполняем последнюю убавку, пико, 8 воздушных петель, соединяемся с первым столбиком без накида, и уже можно будет обрезать нить, спрятать хвостик за петлями, за столбиками, и нам осталось нашу салфетку теперь только заблокировать. Поддержите мой канал, поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, и также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочку на группу я оставлю в описании к этому видео. Выкладывайте свои работы с хэштегом «Вяжу с Дуду». А с вами был я, Эд. До скорого!